У Konami большие проблемы. С такими и похожими заголовками можно было бы выступить после недавнейшего финансового отчета со стороны студии, в котором они рассказали о прибыли за прошедший финансовый год. Ведь, как оказалось по итогу, там не все так радужно. И забегая наперед, выручка студии упала на несколько процентов. И учитывая, что eFootball это непосредственно один из основных тайтлов студии, он к этому имеет самое что ни на есть прямое отношение. Стоит ли говорить, что у студии кризис, и как это может повлиять на eFootball 2024 в сегодняшнем ролике, и предлагаю разобраться. Я рад вас приветствовать на канале Realistic PES. Не забывайте перед началом этого ролика поддержать его своей активностью и обязательно подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Друзья, еще не так давно я рассказывал вам про Equalizer Лигу в eFootball 2023, которая постепенно растет и развивается. И рад отметить, что с 12 по 20 мая в нее проходит набор участников. При всем этом лига активно функционирует, ведет свои соцсети и в целом всячески освещает свой турнир. И более того, даже у меня был опыт взаимодействия с этой лигой. Поэтому, если хотите испытать себя в рамках онлайн-менеджера в eFootball 2023, то необходима ссылка ожидает вас в описании. Мы не будем погружаться во всю эту финансовую бюрократию с головой, потому что и я, и вы слабо в этом что-то понимаем. А поэтому обратим внимание именно на графу «Цифровые развлечения», где все игры по сути и упоминаются, в том числе и eFootball. Как вы можете заметить, финансовый отчетный год 2022 и 2023 немножко отличаются по графе дохода. И как упоминалось ранее, процент прибыли упал. И уже отсюда можно предположить, что все эти многочисленные паки с карточками, судя по всему, не приносят должного профита. Но наперед забегать мы не будем и еще успеем вернуться к этой теме. Также чуть ниже процентов приводится сводка за четвертый квартал 23-го финансового года, и eFootball здесь также упоминается. Konami сообщает, что несмотря на все эти проценты, версия eFootball 2023 способствует росту выручки, и в то же время количество загрузок превысило 600 миллионов на всех платформах. А также в концовке упоминается, что в рамках спортивной инициативы в eFootball стартует профессиональный чемпионат с участием профессиональных киберспортсменов из ведущих футбольных клубов Европы. И уже здесь можно заметить некого рода диссонанс, ведь вроде как выручка падает, но при этом eFootball продолжает показывать положительную динамику. Как так получилось? А суть в том, что проблемы вроде как и не проблемы, в том плане, что, несмотря на уменьшение выручки, это скорее показатели, которые Konami ожидали увидеть. Но по итогу у них что-то не срослось. То есть студия не работает себе в убыток, студия не теряет денег. Она все так же продолжает их зарабатывать, и конкретно eFootball со своими паками этому положительно способствует. Но даже ее мощи с местными паками не хватает, чтобы добиться поставленных целей. И кто знает, если Konami продолжит работать в том же духе, просто выпуская одни и те же паки только с другими игроками, обновляя те же самые ивенты по второму, третьему кругу и не выпуская долгожданные режимы, кто знает, как долго они еще протянутся в таком же темпе. Ибо суть заключается в том, что после провального релиза версии 0.9.0, после релиза версии 1.0.0, Konami продолжает штамповать паки за паками, так или иначе создавая какую-то прибыль для себя. И вроде как в убыток они пока не работают. Претендуют даже на больший заработок, но пока таких целей не добиваются. И я более чем уверен, если они продолжат нынешний курс, они этих целей никогда и не добьются. И здесь мы плавно перетекаем к разговору о eFootball 2024, поскольку именно эта часть должна стать той самой, когда в игре появятся многочисленные режимы, как офлайн, так и онлайн. Некоторые из них мы ожидали еще в 23-й части, но вот уже наступил 5-й и последний сезон, а ничего такого не видно и в помине. Поэтому если Konami продолжит работать в том же самом темпе, просто предоставляя бесплатный Dream Team всем и каждому, я не знаю, на какую выручку они будут рассчитывать в будущем. И исходя из всего вышесказанного, давайте все-таки сформулируем хоть какую-то конкретную точку зрения на всю эту ситуацию. Итак, что мы имеем? Прибыль за прошедший финансовый год у Konami уменьшилась. Во многом из-за того, что они ожидали несколько иной доход, но его не добились. И складывается такая ситуация, что вроде бы еще не все так плохо, но если Konami продолжит в том же духе, не исключено, что это выйдет им боком. Поэтому, исходя из логики, той же самой выгоды для студии, eFootball 2024 им необходимо предоставить
предоставить намного больше разнообразного и, возможно, даже платного контента. И чтобы обрадовать игроков, и чтобы самим сильно не потерять в финансовом плане. Ну а что думаете вы на это, дорогие друзья? Как вы думаете, какие шаги предпримет Konami и будут ли они кардинально менять свою политику, или же все останется так, как есть? Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, потому что именно ваша активность способствует их продвижению, ну и канала соответственно. И подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на них также в описании. У меня же на этом все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. Всем пока.